Всем привет! Сегодня будет баттл. Победа моя. Ну что ж, время покажет. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, кто сегодня победит. И сегодня готовим языки. Чтобы победить, подобрала польский рецепт. Для начала отварим языки вместе с морковью, луком и сельдереем. Он придаст бульону исключительный аромат. При наличии стоит добавить стебли петрушки и укропа. Варим языки 1 час 40 минут после закипания. За 30 минут до готовности добавляем лавровый лист и соль. Далее сделаем шоковую терапию. Окунаем горячие языки в холодную воду. Теперь они легко очищаются. Затем на 30 минут погружаем их в бульон, чтобы они не подсохли и напитались ароматами. За это время сделаем соус. Итак, вам потребуется 3 столовые ложки сливочного масла, 3 столовые ложки муки и добавляем 500 мл бульона. Учитывайте, что огонь должен быть маленьким. Нарезаем язык. И что интересно, берем 3 ломтика черного хлеба. Обрезав заранее грубую корку, перетираем его в крошку. Соус подслащиваем 3 столовыми ложками сахара. И чтобы точно победить, вливаем 6 столовых ложек бальзамического крем-соуса. Уменьшайте пропорции в 3 раза, если будете готовить один язык. Далее идет изюм. У нас осталось всего 60 грамм, но по рецепту надо 90. Теперь идет хлебная крошка. И, наконец-то, язык. Перемешиваем и томим 15 минут. За 5 минут до готовности добавляем цедру 1 лимона. Ароматы чудесные. Надеюсь, что языки будут такие же на вкус. Пора подсмотреть за Андреем. Еще раз, всем привет. Сначала крупно нарезаем морковь. И кладем ее в бульон к языкам. Они уже варятся у меня 30 минут. Добавив лук, приправляем горошком, лавровым листом и солью. Очищенный язык разрезаем сначала вдоль, а затем на кусочки. Сначала готовим соус. Измельчаем пару веточек розмарина. Берем литр сливок. Одну столовую ложку соли. Розмарин. Перец чили. И 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Нарезаем лук.
и жарим его на растительном масле. Когда он стал мягким, кладем язык. И заливаем сливками. Томим 15 минут с закрытой крышкой. За 5 минут до финиша дробим 4 зубчика чеснока. И отправляем к языку. Для подачи сделаю одно общее блюдо. В общем, норм. Победа за мной. Я доволен. В отличие от Андрея, сервирую порционно. Это далеко не первое наше родео, но волнение как в первый раз. Первым голосует сын Ваня. В общем, я не знаю, как выбирать. Здесь очень вкусный язык в таком сливочном соусе, а здесь больше азиатский стиль. Оба по-своему вкусные, поэтому для меня это ничья. Ждем решения Вадика. Ну вот этот понравился объективно больше. Он немножечко понежнее будет, а я, собственно, сам немножечко понежнее, поэтому по-любому. Спасти ситуацию сможет только оператор Владик. Этот мне понравился больше из-за чесночно-сливочного соуса. Пока я варилась в своих мыслях, в результате Андрею повезло. Я молодец. А у меня такая горечь, умноженная на все горечи мира. Спасибо всем за поддержку, кто за меня болел. Но поддержите, пожалуйста, Таню лайками и комментариями. Может, ей полегчает, а может и нет. Конечно, полегчает. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока.